Привет всем, друзья! Мне поступило огромное количество комментариев с вопросом о машинке, о моей, на которой я шью, и о шагающей лапке, которая встроена на эту машину. Поэтому я решила сделать это видео. Я сделаю краткий обзор этой машины. Может быть, кому-то поможет это при покупке, если у них такое желание есть, купить промышленную машину. Я сразу скажу, что я никакой не эксперт, не специалист. Я вам расскажу то, что я узнала, поняла в процессе эксплуатации машинки. И дать краткие характеристики. Потом я сделаю еще видео на мою бытовую машинку. И там мы попробуем шить с вами различные кожи. И посмотрим, стоит ли покупать шагающую лапку или есть какой-то другой выход в пошиве искусственной или натуральной кожи. Итак, моя машина называется Texi HD. Вот такая у нее маркировка. Ну, что хочу сказать. Я шила 3 года сумки на моей бытовой машине. И, конечно же, сталкивалась с большими трудностями, особенно с толщиной. Я пыталась эту толщину преодолевать различными способами, била молотком и так далее, но все равно сумки я свои шила. И потом вот мы решили все-таки приобрести промышленную машинку. Чем я руководствовалась? Для меня было 2 таких очень важных фактора. Это вот это расстояние, вот выброс вот этого рукава, или как его назвать, выброс головы машины. И вот эту машину, и второй фактор, чтобы мотор был встроенный. Потому что когда мотор не встроенный, он очень-очень громкий и шумный. И я остановилась на этой машине. Конечно, я не знала, что ждет меня впереди. Потому что у нее здесь электроника. И причем электроника не очень простая. Я когда посмотрела на фотографию, я подумала, ну что там такого? Ставишь скорость, там какие-то еще мелкие параметры, что тут будет сложного? Но оказалось, друзья, что это очень сложно. Машина продавалась без инструкций по эксплуатации. Чему я была очень удивлена, когда мне эта машина пришла. Я вообще первый раз вижу, я даже не знала, как ее заправлять. И инструкцию начали мы искать в интернетном пространстве. Мы запросили продавцов этой машины, они нам тоже инструкцию не предоставили. В интернетном пространстве инструкцию мы тоже не нашли. И вообще, вот если вы зададите марку вот этой машины, вам не придет ничего. Если вы будете искать, допустим, на YouTube. Ничего. Ну, просто нету никакой информации. Может только прийти предложение о покупке этой машины. Да, ну мы покупали ее, по-моему, стоила она у нас 1100 евро. Ну, сейчас, по-моему, вот я как-то мне попадалась, когда я начала искать какую-то информацию еще раз, мне попадалось 1400, по-моему. Вот такая цена. Ну, что я хочу сказать. Когда я начала на ней шить, это было что-то. Я не могла поверить, что можно так легко и просто выполнять операции. У нее шагающая лапка, то есть транспортер. Машинка с двойным продвижением. Есть с тройным продвижением. Вот здесь вот это вот лапка. И вот эта, которая маленькая посередине, она вот как раз и шагает, продвигает ткань. Есть с тройным продвижением. То есть участвуют зубцы, участвует лапка и иголка. Все работают они синхронно и продвигают ткань. Но с тройным продвижением это, знаете, когда уже совсем-совсем там такая толщина, что ой-ой-ой. Поэтому с двойным продвижением, вот если вы будете себе машинку искать, двойным продвижением это достаточно. Для нее можно купить еще дополнительные лапки. Это для пришивания молнии, для пришивания канта. И, по-моему, там еще есть несколько лапок. Но купить в Германии мне здесь это очень-очень трудно. На Amazon, на eBay я искала.
Нет, ну просто нет. Надо посмотреть еще на других платформах, потому что, когда я пришиваю замок к сумке, я перехожу на бытовую машину. Так, что еще важно? Ну, заправка нити. Вот здесь вот эта голова машины, голова, она почти у всех машин одинакова. Длина строчки у нее максимальная 8 миллиметров. Вот здесь настраивается длина строчки 8 миллиметров. Когда мы ее купили, когда мы включили, пытались здесь вот что-то настроить, она мне просто, я нажимаю на педаль, и она мне как сумасшедшая срывалась с места. Мы ничего не могли сделать, ничего. Потом мой сын позвонил в Китай к изготовителю этой машины. На английском с ними пообщался, и они прислали на английском инструкцию, очень-очень сложную, непонятную. Мы каким-то невероятным образом установили скорость машины и установили положение иголки при окончании выполнения строчки. То есть сделали так, чтобы иголка оставалась внизу. Все. Установили среднюю скорость, и больше сюда я не прикасаюсь. Я боюсь прикасаться. Теперь эта скорость мне как-то немножко маловато. Но ничего, лучше так. Я боюсь просто прикасаться вот к этой электронике. Единственная сложность, когда наматываешь шпульку, если ты... Можно шпульку наматывать, вот здесь вот наматывается шпулька, можно шпульку наматывать в процессе работы. То есть ставишь 2 катушки, протягиваешь, и когда ты работаешь, когда что-то шьешь, шпулька вот здесь вот там автоматически наматывается. Но сначала я об этом не знала и наматывала ее просто так. Здесь нет переключения, если ты шпульку наматываешь, то она будет быстро крутиться. То есть на какой скорость настроена машина, на такой скорости будет наматываться шпулька. Поэтому, конечно, это у меня всегда уделяло много времени. У нее автоматическая смазка. Я вам еще открою, покажу. Единственное, здесь вот есть несколько отверстий сверху, которые нужно так периодически... Вот здесь вот отверстие, вот с другой стороны отверстие. Нужно их и вот здесь вот. Нужно их, ну, может быть, так раз в 2 месяца туда капать несколько капель масла. Вот здесь имеется такое окошко. Вот, когда машина работает, там видно, что булькает масло. То есть видно, что насос работает. И подается масло. Иголки. Вот вместе с машиной пришли 10 иголок. И вот сейчас, вот здесь у меня стоит последняя иголка. На них никакой маркировки нет. И я очень долго разбиралась, чтобы понять, какая иголка нужна к этой машинке. Сейчас я разобралась. Конечно, попыталась купить, но пока еще не купила. Там продается только по 100 штук. Стоит почти 30 евро. Зачем мне 100 штук? Мне вот этих 10 иголок хватило на 2 года. И вот это еще иголочка новенькая у меня. Машинка, я просто восхищена и просто очень-очень довольна. Вы себе не представляете, девчонки, как это облегчает пошив сумок или каких-то толстых вещей. Я шила даже сиденья на мотоциклы. У меня были заказы несколько. Я сшила сиденья на мотоциклы. Как это облегчает. Вот толщина, вот насколько лапка поднимается, я вам сейчас покажу. Вот. Вот насколько она поднимается, вот эту всю толщину, даже иногда я и больше, и выше поднимаю ее. То есть здесь, конечно, коленный подъемник. И вот это все она пробивает. Толстый картон, толстую кожу. Я вот шила толстый ремень мужской. Вообще без проблем. В общем, это просто одно удовольствие. Это одно удовольствие. Сейчас я вам покажу внутри, как это выглядит. Ну вот, я машинку открыла. Вот сюда вот наливается масло. Вот здесь стоит магнитик. Там вам, наверное, не видно. Там стоит магнитик. Его можно убрать. И магнитик притягивает к себе, вот когда машинка работает, детали трутся друг от друга, и получается такая металлическая пыль. И этот магнитик собирает. Ее надо... Вот я ее на днях почистила первый раз за 2 года. То есть сменила масло, здесь все прочистила. У нее, у этой машины увеличенная челночная вот эта часть. Челнок увеличен и шпулька увеличена. Это для того, чтобы... Потому что
когда ты шьешь толстые изделия, естественно, нужно использовать толстые нитки, чтобы больше ниток вместилось вот на эту шпульку. Вот здесь вот насос. Вот это насос, который качает масло и разгоняет по всей машине. Вот какая трудность. Трудность, с которой я столкнулась. Шила, и тут в один прекрасный момент ее просто заклинило, машинку. Просто заклинило. Я, конечно, в ужасе, потому что здесь у нас в Германии, чтобы вызвать мастера, это очень и очень и очень дорого. Вы себе не представляете, как это дорого. У них, по-моему, час работы стоит 70 евро. Знаете? Поэтому начала я искать в интернетном пространстве такие видео. Нашла от одного механика по машинам. Конечно, было показано очень-очень плохо, очень темно там было. Он рассказывает, а здесь, ну ничего, вот как у меня сейчас. Вот если, например, я делала такое видео. Кстати, я сделаю, если у меня еще раз в следующий раз заклинит машину, я специально сделаю, может быть, кому-то это поможет. В темноте, но потом я разобралась, и теперь я знаю, как это чинить самостоятельно, потому что это, как вот этот механик сказал, это самая часто встречающаяся проблема на всех промышленных машинках. Заклинивает, то есть попадает в челночное устройство, где-то там нитка, и все, и сразу машинку заклинивает. Ну, теперь я знаю, как это, слава богу, как это делает. У меня, может быть, за эти 2 года, наверное, раз 5 сталкивалась я с этой проблемой. Я использую полиэстровые в пошиве. Там нету какого-то особенного обозначения. Там просто, например, 10-3 там. Вот 10-3, 10-2 я использую. Конечно, у меня есть еще и толстые нитки, но они мне, в принципе, не нужны. Есть у меня толстые нитки. Так, иногда я делаю отстрочку толстыми нитками, но это... Самое лучшее, мне нравятся вот эти катушки. Они, по-моему, одна катушка стоит 10 евро у нас. Там 2000 метров, наверное. Или 3000 метров. Я даже уже и не помню. 3000. Вот, смотрите, какая здесь маркировка. Вот. Даже не знаю, как вам, чтобы было видно. Вот такая здесь маркировка. Вот это 2. 210-2. Ну, лучше, конечно, 210-3. Иногда И, кстати, вот эта 210-2, она подходит на бытовую машину. Здесь 210-3 уже все, это проблема. Бытовая машина шить не будет. А вот 210-2 очень даже подходит. У машины имеется подсветка, но эта подсветка слабенькая. Вот, посмотрите, там лампочки такие стоят маленькие, 3 штуки. Но она слабоватая, поэтому мне приходится иногда включать еще вот эту лампу. Ну, вроде бы я вам все рассказала. Если будут какие-то вопросы, задавайте, друзья. И до новых встреч.